We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go. Отапливаемого помещения может быть разным. А, ну вот 7 киловатт. 7 киловатт. А это сколько? Вот это до 150 кубов рассчитывается по паспорту. То есть она на объем помещения до 150 кубов отапливаемая. Ее вполне... Это долговечный чугунный камин, который будет долго тепло отдавать. Вот такого плана. Ну, я бы еще мог порекомендовать вам вот такую печь вертикаль. Вот да, она компактная и достаточно большой объем помещения, до 120 кубов она прогревает. То есть на вашу квадратуру. Вполне, да? Дырочки не нравятся. Только что дверца маленькая. Ну. Как бы есть, если есть. Ну вот это мне понравилось. Ну, тоже такая. Ну, вот только вот я думала, все-таки чугунная получше. Ну да, здесь глубже. Поглубже, вот так и вертикально, если что поставить потом. Не знаю, сколько ты там ставишь. А в этих она маленькая. Ну, здесь, кстати, в принципе, тоже. Да мне есть окошко нравится. Маленькое окошко. Маленькое окошко. Ну, Решетка есть стекло. Она тоже да, полностью. она сразу к стене, на угол хотя бы. Ну, вам больше. Она вот так вот сильно вертикально. Это просто уже печь. Просто обычные воздухогрейные печи. А эти трубы? Дымоходы есть у нас. Это все отдельно набирается. Да, Как бы почему? тоже хлоров, чтобы дымоход, А мне вот это нравится. примерно могу посчитать. Так, закрыл. Открыл. Ну, сколько метров от трубы, вот от троих? Вы в стену? Метров 5 давайте посчитаем. А там скорректируем. На какую печку? Да, вот, наверное, которая тут за 26, по-моему. У нас вот есть образцы, как могут дымоходы. Получается второй, да, посередине, который образец. Через стену выход и вверх. А, вот так вот. Вот так вот. В принципе, И вот это так вот просто на чуть-чуть. углу и будет. Ну это Вы огромное. немножко поднимаете на Да. полметра простой Вообще печь. огромное. Потом ставится вот этот переход. Здесь, блин, куриных жарить можно. Метр или полметра трубы в стену, тройник. То же самое по сути. Только тут у вас сверху будет. Вот Да, вот так же, вот и как будет. здесь. Уже доставка будет. Да, можем организовать, конечно. Да мы же заказывали на эту. А, На баню тут же заказывали. Ну, камешки. Просто 10 килограмм, 1700. Ну, камни здесь, кстати, можно взять. Можно взять. Такие или такие, вон гранит. Тоже нормально будет. Вот тоже прикольно. Это нам точно не надо. О, тебе вот такой надо. Такой надо. Будешь лепешки стрелять. Это уже баня пошла. Ну тоже для бани что? 40, 20, 30. Такие более-менее. Я не помню, какую мы брали. Такого плана. да? Ну, вон там еще стоят разные. Что, пойдем? Сейчас примерно посчитаем. А я думала, здесь эти еще есть. Кто? На улицу очки. Не знаю, посмотрим. Ну что, товарищи, вот нам и посчитали печку с дымоходом. Это со скидкой 10%. Но это на сегодняшний день. Кому интересно. Двигаемся дальше. Дымоходы, пароходы. В общем, нам посчитали печку. Печка получилась дешевле, чем
Дымоход. Дымоход дорогущий. Вообще дорогой. Держи. Ой. В общем, контента у нас на 3 года вперед с этой фермой. Вот так вот. Поехали, да? А где? Пытаемся найти дядечку, который нам должен с домиком решить. Решили съездить посмотреть еще раз муляжи. По согласованию. Ну, мы все равно же можем приехать посмотреть, правильно? Если там же территория-то открыта. В любом Ну случае да. территория открыта, дома стоят, которые демонстрационные. Вот если бы тот дом, который мы смотрели, был готов к зимнему проживанию, было бы проще. Нам бы не надо было ждать 4 месяца. Ну, не 4, он сказал от 2 до 4, но я думаю, что резину протянут. И в 4 месяца это все... 4 месяца, он сказал, когда сезон пойдет, вот в мае, в июне заказывают, у них большой будет объем. И, возможно, дом затянется на 4 месяца. Если март-апрель, у них еще сильно заказов много нет. В сентябре очень не хочется возиться с домом, потому что там будет сопли, грязь, слюни, снег, дождь, там цунами и всякая эта фигня. А Но чё, нам у меня деваться же некуда, есть. так что в любом случае, как будет, так будет. Вот видишь, тетенька тоже хочет дом построить и ищет что-то подходящее. Еще один вопрос нас волнует. У нас есть машина, у нас есть лопаты. Ну, мы же как бы в техническом мире живем. Решили посмотреть квадроцикл. Квадроцикл я смотрел на Аляске. На Аляске же, да, по-моему? На какой Аляске? Ну, чувак на Аляске живет. Ну. Да, на Аляске и еще где-то там. Давай, проезжай. У него квадроцикл с лопатой вместе сделаны. И получается прям вообще вот так вот. Снег чистит. Зимой завел, снег почистил, там, и до дороги все можно очистить спокойненько. Потому что квадроцикл, он пригодится и на рыбалке, и По деревне. в колхозе. Плюс, как мы же собираемся гостевой домик делать, гости могут и на квадрике покататься и зимой, и летом. То есть как бы аренда. Он и денежку будет приносить. И снег нам будет чистить. Вот. Ну и курей я буду пасти. А чё? На квадроцикле курей пасти само то. Все, в данный момент направляемся в магазин, где квадроциклы. В том году мы, кстати, смотрели себе лодку. Хотя, в принципе, мы лодку-то и могли взять. Но не взяли. Да, но она сейчас пока не нужна, потому что пока прикидывали. А сейчас в самый раз, кстати, квадрик и, кстати, лодку. Лодка-то теперь у нас будет вообще... Во дворе, пожалуйста. Да, во дворе поставим и вместе с квадриком и ништяк. О, и, кстати, на квадроцикл можно цеплять наш парусник и спокойно выезжать. Точно. В городе вообще просто грязища со всех сторон. Люди, вон, бедняги, все грязные, чумазые. Ух, машины все чумазые. Блин, вот вроде весна, но ненавижу это время, когда все грязное. Крыса идет какая-то. Крыска. Это пережиток 90-х. Такая фигушка на башке и какая-то крысиная шуба. О, красота. Слушай, смотри, сколько народу, да? А выходной же день. Выходной еще плюс праздники, кстати. 8 марта же скоро. А и сегодня еще первый день весны. Куда ж? Но 1 марта. Да? Что ты мне повешал, но не болтается. Да нет. Туда-сюда. А как ты его хочешь повесить? Ну, на куртку же. Он даже спадывал, кстати. Да? Ну, ты мастер. Я такой.
О, здесь для меня нарисовали стрелочку. Вечно не туда тыкаешься. Чтоб я не тыкался, блин. Ну, снегоходы нам точно не надо. А нет, смотри, 262 тысячи. Вполне. Вполне нормально. Ну, такой. Ну-ка, что у него там есть? Вот, что ли? Ну, что, симпатичный. Вполне, вон, у него тут идет. Освещение офигенное. Ну, да. Ну, что, зато новый. Я думала, дороже будет. Можно, конечно, вот такой взять. О, тебе самото, ну-ка. Ну вот, а что тебе еще надо? Ну, как-то. Тебе удобно? Есть с чем сравнивать. Не, ну я вообще, вот тебе сейчас удобно. Вполне нормально. Ну, у него здесь переключатель. Переключение скоростей. Ну, А если, допустим, вот такую поменьше заказывать? Не, а поменьше, если, допустим, ее заказать? Ну, у нас таких нет. Нету, да? Да, это только через Marketplace, и там самостоятельно предварительно. Ну, вот такая техника, ребята. В принципе, самый идеальный вариант это вот не маленький. Ну, можно маленький, конечно, взять. Ну, как он объяснил, что будет вибрация, если сделать ковш. А на этом уже, хоть и ковш, но он уже четко будет все убирать, четко ехать. И никакой вибрации не будет. Плюс морозоустойкий. Они проводили испытания минус 27. По ощущениям там за 35. Заводится вполне нормально. И какой плюс у этой машинки, то что с кнопки можно заводить. И вот как на бензопиле дернул и завел. Ну, в принципе, очень удобно, потому что тогда, если эта веревка есть, то пофигу все эти морозы. да. Вообще. То есть подергал и поехал. То есть как с толкача машину завел. Ну и цена 269, да, по-моему. Ну. Такое. И будет вообще идеально. Ну, вообще, как бы, вот, ей смотрим. Она будет гонять. Во, еще одну проблему нашли. Решили купить керхер. Машину надо мыть. Да. Если мы этот трактор купим, и плюс машина, придется покупать. Еще самокаты. А зачем, если у нас этот будет квадрик? Ну, блин, Ну. самокат это самокат. По самокате ты и под газом можешь прокатиться. А на этом нет? Ну, нет, конечно. А на самокате 5 капель и вперед в лес. А мы один будем смотреть или два? 2. Два? Ну, 2 это уже будет 100, 120, 130 тысяч за 2 штуки. Угу. А тут детский мотоцикл за 156. Четырехколесный. Ну ты и на нем, и я не смогу ездить. Короче, подумаем пока. Но самокаты точно будем брать. Получается, что на самокатах-то удобно. Это вместо велосипедов. Что мы на велосипед уже не сядем, нахера не нужно. У нас, во-первых, речка рядом. Мы вон спиннинги закинули на плечо и поехали спокойно. Я корзинку сзади сделаю. Ну, цветочки посадят. Да. Будет цветочки, такой самокат с цветочками, с корзинками Ага. и со всякой утварью домашней. Может, И что- фляжечка там еще будет лежать. Да, и сковородочку еще привяжешь, вообще будет огонь. Нет. Нафиг чё? мне сковородка там не нужна. Ну, У меня надо. там фляжечка будет. Ну вот, а мы с тобой спиннинги возьмем. После фляжечки мне никакая сковородочка не нужна. Ну, а закусывать кто будет? Закусывать. Рыбку поймали, закусили. Ну, а ты ее будешь сам чистить, тогда мыть. А я буду фляжечкой сидеть. Я на ферме буду заниматься курями. Я уже видела сегодня видео. Я буду курей разводить, мне пофигу. Как бы нам не хотелось, но мы, короче, заехали в город.
вообще город как-то это, меня не тянет в город. Нет, тоже нет. Это, блин, даже я не знаю, как это назвать, грязище, блин. Как они тут вообще живут? Особенно в центре где. Ну, грязь вот эта вот постоянная, это просто невыносимо. Еще и за квартиры такие деньги просят. Угу. То он халупа, он стоит двухэтажная. Там аренда. Там по-любому ценник. Да там аренда, как я не знаю, блин, как у нас, наверное, магазин в деревне пятерочку открыть. В общем, грязь полная, вообще фу. Фу-фу-фу. Как они живут в этой серости? Я вот уже Привыкают, наверное. машину уже всю заморал. Блин. У нас, вот мы такие два типа, нам пофигу. Нам главное поставить дом. Пускай там не будет еще канализации, пускай там света не будет, газа, я не знаю, там мы привыкли ко всему. Ёпта, мы в палатке живем. Ну, У нас что там, вода есть? Нету. Сральник есть? Нету. Газ есть? Нету. есть баллончики. Ну, я вообще говорю образно. Мы выживем хоть где. Нам главное сейчас поставить дом, после дома огородить все это забором, а там уже дальше будем решать по мере поступления проблем. Вот и все. Самое главное, это вот этот вот долбанный промежуток, когда они будут от месяца до 4 месяцев делать. И они еще говорят так прозрачно. От месяца до 4. Ну, я знаю, что это будет 4 месяца. Ну, А у то нас еще всё равно иногда и будет- больше У бывает. нас все равно будет договор. Ну, это понятно, что А по там договору. мы уже узнаем, сколько займет. В общем, вот это тягомутина. Конечно, было бы прикольно так. Приехал, вот он дом, купил, уехал. Вот так было бы Как в просто. магазине. Да. Так оно так и должно быть. Но у нас, увы, у организации денег нет. Мы им даем деньги, они за наш счет это все строят, там свою маржу себе забирают. Вот и вся работа. То есть так и строят. А чтобы вот так приехать в компанию, что там 10 домов стоит, пожалуйста, выбирайте, мы вам его привезем. Сейчас на винтовые сваи Ага. поставим, коммуникации подключим и поедем. Было бы вообще круто. Белка бы только что там перевезла. Шорты свои. Телевизор. Стиральную машинку. Ну, я в общем как. Вещи перевез, поставил, все. Шторки повешал, готовы жить. Вот час у нас называется «Нам делать нечего, мы поехали кататься». Прокатимся по городу, попьем кофейка. О, кстати, может заехать удон поесть. А куда? Ну, где мы его обычно едим? А, так это же в этом, на левом же мы были. Но. Ну, первая джинсовая, смотри, 50%. Ну, Блин, ну тут машину далеко ставить надо. Неудобно будет. Вон, дяденька тоже что-то вешает. где? А, снимает на... А, нет. Что-то вешает или снимает. Ой, там уже магазинов было 1 300 000 штук. Вот на том Чё там углу, только, да? да. А, кстати, вот здесь вот самое второй этаж, самое последнее окно. Я сюда первый раз в Омск приехал, я жил в этом номере в гостинице. А потом, когда я прожил, гостиницу нахрен закрыли. Ты, наверное, просто единственный был посетитель. Наверное, я был последний. Так, продолжение следует. Ферма Белкиных в самом разгаре. Ну, мы будем, как какой-то рабочий момент, мы будем снимать на эту тему ролик. То есть, чтобы у нас было как и для нас, и, может быть, кто-то другой будет строиться. Вот. Там еще все И, впереди. да, пока еще идет подготовка. То есть, там, где дом будем делать, ну, мы уже решили, где будем делать дом. Газовые котлы, печка, Печки, полы. пол теплый, всякие разрешения. Это все будет впереди. Так что, ну, кому интересно, оставайтесь. Кто любит рыбалку, рыбалка уже через 2 месяца начнется. Через полтора. Да, кто любит обычные влоги, влоги у нас всегда выпускаются. Так что пишите там в комментариях, что вы хотите. Вот. Ну, а мы будем продолжать записывать свой такой исторический дневник.
Ну, Вот. едет. Ну, пусть едет. Такой, да? Ну, примерно, да. Мы будем записывать дальше нашу историю. Так что давайте оставайтесь. Наливайте там чашку чая, кофе. Скоро будет новая серия. Мне самому интересно потом это все будет пересматривать. Ну, а мы пока поедем, покатаемся. Грязь помесим. Посмотрим, что нам еще надо. Ты кушать не хочешь? Ну, как бы уже обед, пора надо. We're driving cars on a Mars tonight.